Всем привет! Давненько я так сильно не ждал новинки от АВД, как особенно новинки этого месяца, февраля 2026 года. Потому что АВД выставили в продажу линейку своих артиллерийских тракторов. Сегодня я буду строить артиллерийский трактор АТЛ. Такой вот у него интересный дизайн, то есть выглядит в принципе как грузовик с капотом, да, но только на гусеницах. В общем, очень харизматичная, интересная машина. Машина нарисована на фоне кавказского пейзажа, судя по всему. Это, видимо, какая-нибудь Северная Осетия. Других пасхалок особо нет. Но зато, что интересно, пасхалка все-таки будет. В этом видео я буду строить машину, постараюсь воспроизвести точную копию трактора, который светился на канале Polygon 98. Причем это позволяет делать декали, собственно, с логотипом этого YouTube канала. Так что будет очень прикольно, очень интересно. На обратной стороне другие вездеходы, которые можно будет собрать и можно собрать. Например, выходил в Смоле вот такой вот ЗИЛ, но я, правда, его пропустил. Зато нас ждет расширенная линейка артиллерийских тракторов. Одновременно с этим же трактором вышел АТС-59. Также нас ждет и другая линейка довольно-таки харизматичных машин, которые, особенно АТТ. Вот АТТ прям тоже хочется собрать. Я думаю, на АТТ будет много конверсий. От АВД я на это, по крайней мере, очень сильно надеюсь. Так что давайте посмотрим, что внутри коробки. И вообще, сколько АВД не выпускало гусеничной техники, те же танки, какие-то тягачи, мне все никак не доводилось собирать тягачи именно на гусеничном ходу. Что-то я как-то их пропускал. Ну, танки, понятно, нет особого смысла в 43-м масштабе собирать. Не очень понятно вообще, зачем они нужны. Ну, может быть, кому-то нужны в коллекцию, но я не очень понимаю. У меня как-то в 43-м масштабе грузовики, тягачи, трактора, может быть, автобусы. Так, я вообще не заглядывал еще в эту коробку, так что мне самому интересно, что там находится внутри. Так, внутри нас ждет литник с прозрачными деталями. Ну, это логично. Очень похож, кстати, по остеклению, как от ЗИЛа 157 или ЗИСа 151. Так, следующее. Ну, логично, это такие вот резиновые гусеницы. Вот, ну, такой простой винил, чем-то отдает даже модели от звезды 2000-х годов. Ну, в принципе, рельеф какой-то есть. Ну, правда, он не сильно большой. Ну, не знаю, что получится в итоге. Очень аккуратный небольшой корпус. Прям совсем маленькая модель. Симпатичненькая такая даже получится. Вот ванна корпуса. Блин, чем-то напоминает Панцер 1. Вот так вот, если собирать в 35 масштабе. Все так вот будет выглядеть трактор. По классике металлическая кабина. Да, чем-то навеют дизайном ЗИС 151. Ну, конечно, он чуть пугает, но я думаю, что дизайн-код, в принципе, так был такой. Вот так вот будет выглядеть примерно трактор. Ну и литники с мелочевкой. Также есть оси, кстати, ось. Неужели можно будет сделать звездочки вращающимися? Так что это прикольно, интересно. Декали. Собственно, декали с эмблемой YouTube канала Polygon 98. И две схемы окраски. Причем схема окраски... Кстати, не показана схема окраски с Polygon 98. Показана средняя окраска тягача на вооружении советской армии. Собственно, красные звезды, может быть, какой-то парадный вариант будет изображать. При этом, кстати, есть среди декалей и белые звезды. Интересно, для чего нужны белые звезды? Насколько я помню, белые звезды – это эмблема американской армии. Ну, в американской армии вряд ли такие были тягачи. И вот такой вот интересный экземпляр. Кстати, тоже очень необычный и интересный. Такая бежевая окраска. При этом это, по-моему, кокарда финской армии. Скорее всего, такие же тягачи поставлялись в финскую армию, поскольку во второй половине 20 века в финской армии было очень много советской техники. Были БМП, танки, Т-72, насколько я помню. И, скорее всего, действительно, может быть, поставлялись такие тягачи вместе с артиллерийскими орудиями. Да, так что очень интересный экземпляр. Блин, если бы не декаль Polygon 98, я все-таки в такой бы собрал бы. Очень необычно выглядел бы такой тягач с коллекцией на полке. И схема по сборке. Причем тоненькая такая, как будто собирать особо и нечего. Там вначале собирается корпус, потом несколько навесок, кабина, катки. Да, вот. Все-таки гусеница будет рабочая. Ну, в этом есть хотя бы небольшой смысл этой гусеничной ленты. Причем интересно, ее же не приклеивать. Да, ее надо будет и приклеить, и
расплавить чуть-чуть, чтобы она была рабочая в натянутом виде. Ну, попробуем, посмотрим, получится ли у меня сделать рабочую ходовую часть. Да, даже самому интересно. Так что вот такая вот необычная интересная модель от АВД. Давно таких необычных интересных моделей не выходило у кастомской фирмы. Так что будет классно ее попробовать собрать. Так что вперед собирать. Первым шагом нам предлагается собрать ванну корпуса трактора. Тут всего лишь 2 детали. Причем, что очень удобно с такими тракторами, они красятся в единый цвет, без каких-либо дополнительных изысков в окраске, просто в зеленый. Ну, по крайней мере, я планирую его покрасить просто в зеленый. Но даже если не в зеленый, то какой-нибудь тоже бежевый, который был в схеме окраски, тоже легко воспроизвести. Единственное, что тут надо будет окрасить дополнительно, это только гусеницы, черный цвет, отражатели фар, может быть, элементы салона. Я зачищаю вот этот остаток от литника. И, в принципе, по этой детали у меня особых вопросов и претензий нету. И сама ванна. В принципе, тоже более-менее все прилично. То есть, вот такие вот моменты я просто зачищаю надфилем. Тут ничего такого сложного прямо и нету. Из пакетика с мелкими деталями я достаю 2 винтика. Тут только их 2, и поэтому тут путаться особо негде. Вот они, 2 винтика. Я накладываю части между собой. Вот так скрепляю. Причем тут не требуется клей. Вот так щелк. И инструкция нам предлагает закрепить все снизу. И все, детальки корпуса никуда не денутся. Да, прикольная моделька такая. Она и по габаритам мне очень нравится. Она такая небольшая. И в то же время и не очень-то маленькая. То есть стилистически она будет очень красиво смотреться. Я надеюсь, что она у меня и после окраски получится очень симпатичной, очень красивой. Собственно, в этой модели особо собирать-то нечего. Я приклеил скамейки в грузовом отсеке, рычаги управления. И сейчас ставлю дверные карты. Видите, как они тут интересно выполнены. Таким углом. Так вставляется. Тут же рычаги управления, а не руль, что логично, это гусеничная техника. И у меня отвалилась одна дверная карта, и я чуть-чуть побольше смажу клеем и поставлю на свое место. Да, модель очень быстрая, тут особо собирать ничего. Ну, в этом-то и кайф, кстати. Ну, еще буксировочную проушину я сделал и направляющую для лебедки. Я приступаю к сборке кабины. Тут всего лишь несколько деталей. Собственно, сама кабина, которую я чуть-чуть подшлифовал по кромкам. Что так, в целом, кабина очень хорошо получилась у этого набора. И особо каких-то доработок делать не следует. Кабина представляет из себя приклеивание на свое место передней облицовки, которая очень напоминает мне облицовку грузовиков ГАЗ. Вот так вот. Угу. Бывает. Ну, ничего страшного. Вот так вот. Надо дать чуть-чуть подождать. Приклеиваю имитацию люка. Его, к сожалению, сделать открытым нельзя. Но особо там и в салоне смотреть нечего. Так что ничего страшного. Работаю я суперклеем. Поскольку к металлу, пластик, ну, по-другому не приклеишь. Приступаю к сборке ходовой части. Я собрал 2 звездочки из 2 деталей и подготовил ленивцы. Они будут сидеть на вот этих осях. И, естественно, как по классике, оси не входят в катки. Ну, в колеса, в том числе в наборах от АВД. Думаю, тут подойдет стандартное коричневое сверло, которым я пользуюсь всегда. Вот так вот просверлю отверстие. И можно будет ставить ось. Единственное, я не очень понимаю, зачем тут вообще нужны оси на этих катках. Потому что я прикинул, как опорные катки крепятся. И они крепятся намертво. То есть они не дают вращаться. То есть вращаться будет только ленивец и звездочка. Зачем это сделано, мне не очень понятно. Вот именно такое исполнение. Было бы логично, чтобы все катки вращались. Тогда гусеницы было бы проще вращаться в том числе. На готовой модели, если была задача сделать готовую модель подвижной. Так, и опять после просверливания все равно ось не входит, поэтому я чуть ось эту подточу.
Ну, обе оси сразу. Так вот напилим. После растачивания, по идее, должно входить легко. Угу. Ну, сейчас прикинем. Так, ведущая звездочка у нас спереди. Тут тоже надо попасть. Так. Кабину я не приклеивал. Кабина у меня вот так свободна. Потому что там надо еще ставить остекление. А остекление надо ставить изнутри. Так, и звездочку. Угу. Еще чуть-чуть не хватает силы. Но все равно есть болтание. Нет, не нравится. И также продену ось с ленивцем. Здесь я не перепутал. Ну да, судя по картинке и схеме, задний это ленивец. Так, и тут надо еще попасть в дырочку, но в другом конце. О. И также одеваю ленивец. О, все. Ведущая звездочка вращается, ленивец вращается. И теперь я приклеиваю катки основные. Причем катки приклеиваются не на круглый штырь, а он вот такой вот овальный, полукруглый. Вот так вот. И его именно надо приклеивать. И так проделаю с остальными катками. Стараюсь при этом катки ставить вровень в одну линию. Вот так вот, чтобы они красиво смотрелись. И все, модель собрана. Очень приятная в работе модель. Сборка заняла буквально 40 минут настоящего реального времени. Такая симпатичная моделька получается. И теперь ее можно начинать окрашивать. Собственно, я сейчас ее промою в мыльной воде, чтобы смыть остатки клея, остатки пыли, остатки пыли пластика, пыли металла, естественно. И загрунтую и начну красить основной, видимо, зеленый цвет. После промывки модели в мыльной воде и после того, как она высохла, я покрыл модель белым грунтом от фирмы Куда. Пока что это, наверное, самый лучший грунт, который я когда-либо пробовал, ну, из дешевого сегмента, потому что, допустим, от Мистер Хобби неплохой грунт, но сейчас на него цена довольно-таки сильно кусается. Также есть классный грунт от Томи, у него, конечно, есть свои плюсы и минусы, но он тоже сейчас очень дорогой стал. То есть где-то под 700-800 рублей маленькая баночка. При этом Куда 400 грамм, и, в принципе, он стоит в районе 300 рублей на Озоне. Так что пока что я пользуюсь именно белым грунтом от фирмы Куда. После того, как грунт высох, я при помощи черной краски от фирмы Мачете нанес предварительные тени. Эти тени нужны мне в первую очередь, чтобы сделать самому же себе ориентир, где надо вытемнять и где надо, наоборот, высветлять основной цвет. И заодно я таким образом страхуюсь от обидных непрокрасов, которые можно будет найти на готовой модели. Потому что такое частенько бывает в моей практике, что где-то непрокрас, причем зависит от освещения, под каким-то освещением видно непрокрас, под каким-то освещением не видно непрокрасы. Чтобы вот это избежать, собственно, я заранее прокрашиваю те места, которые могут быть не прокрашены. С гусеницами история примерно такая же. То есть я покрыл гусеницы обязательно грунтом, дал грунту высохнуть, потому что это винил, и в случае, если я буду гнуть гусеницы, то есть шанс, что краска будет просто либо слезать, либо крошиться с этой резины. Грунт на этой резине показал себя довольно-таки хорошо, и после всех манипуляций с гусеницей краска не потрескалась, ничего с ней не произошло. Так что за это лайк и грунту, и гусеницам, хотя материал гусениц довольно странный. И, собственно, гусеницы я покрыл смесью черной и коричневой краски. Ну, примерно 70 на 30. 70 черной, 30 коричневой краски. И настало время окрасить уже сам трактор в основной цвет. Это будет зеленый трактор, поскольку это все-таки советская военная. Она, как правило, в Советском Союзе красилась в зеленый защитный цвет. Тут я использую краску 4БО от фирмы Мачете. Она тут, в принципе, вполне уместна. Прям можно из баночки, без примесей, ее красить. После того, как я окрасил основной цвет, добавил в этот цвет 4БО от фирмы Мачете белого и желтого цвета. И такой получившейся смесью краски я прохожусь по верхним частям. С гусеницами я поступлю следующим образом. Я возьму пигмент ржавого цвета, он так называется ржавые траки от фирмы МИГ, и вот так обильно нанесу на гусеницу при помощи кисточки.
Тут идея такая же, как я и загрязнял колеса у самосвалов в предыдущих видео. То есть наношу вначале обильный пигмент, и потом поверх этого пигмента наношу White Spirit. И пигмент вбивается в щели между траками, и получается такая, естественно, вполне себе ржавчина. При этом обязательно даю тракам высохнуть для дальнейших манипуляций. Я вручную окрасил шансовый инструмент, резиновые бандажи катков и лавочки в кузове. И теперь я при помощи смывки буду выделять рельеф. Тут я решил применить коричневую смывку от фирмы Pacific 88. Я долго думал, использовать мне черную смывку или коричневую смывку. В принципе, и та неплохо работает на защитном цвете. Но я решил воспользоваться все-таки коричневой смывкой, поскольку коричневый это следующий по темному тону от зеленого цвета, и он будет смотреться довольно-таки органично. Смывку я наношу тем же способом, что использовал и в предыдущих видео, то есть вначале растворителем прохожусь по модели, и потом уже наношу смывку. Излишки смывки я смываю при помощи либо ватной палочки, либо с кисточкой для сухой кисти, смоченной в White Spirit. При этом обратите внимание, как я держу ватную палочку. Так она меньше пушится в процессе работы и меньше оставляет волосков на готовой модели. Теперь, после того, как траки высохли, мне надо их чуть-чуть оттонировать. Оттонировать и придать следы эксплуатации. Это я буду делать методом сухая кисть, при помощи кисти, для сухой кисти, да, как бы так странно не звучало. Я наношу алюминиевую краску или стальную краску, я уже не помню, что это конкретно за краска, на кисточку, тщательно ее вытираю об тряпку и вот такими вот движениями наношу вот этот стальной цвет. То есть любые траки, когда проедутся хоть чуть-чуть по твердой поверхности, у них на гребнях краска обязательно слезет. Более такие металлические грани будут отлично смотреться с ржавым основанием траков. Теперь мне необходимо было собрать кабину. Тут надо вставить остекление. Остекление я клею для прозрачных деталей. В принципе, вот этот целый блок остекления для этой модели, он вставал и без клея. Он вставал отлично в распорку в рамке ветрового стекла. И теперь мне осталось смонтировать гусеницы на корпус модели. У гусеницы есть маленькие штыри на концах и отверстия на другом конце гусеницы. По идее, их надо скреплять, расплавив эти штыри. Но при этом у меня не очень получилось расплавить штыри. Я долго грел и пинцет, и металлические лопатки, и все равно у меня не получалось расплавить эти штыри. Не знаю, что это за материал. Обычно с гусеницы, допустим, от фирмы «Звезда» у меня такой прием получался. Но я дополнительно склеил две половинки гусениц. И таким образом мне осталось разместить гусеницу на модели. При этом, вот здесь лайфхак, не надо было звездочки заранее ставить на корпус, но я их ставил настолько плотно, что они у меня не выходили, и мне пришлось вот так их продевать немножко с силой на звездочки, и потом уже размещать гусеницу на остальных катках. При этом, поскольку это резиновые гусеницы, к сожалению, на них очень тяжело сделать естественный провис. То есть, если не проделать никаких манипуляций, то гусеница, во-первых, она не слишком сильно натянута на этой модели, тут нет регулировки натяжения, и гусеница смотрелась бы неестественно, поскольку верхняя ветвь гусеницы витала бы в воздухе. Неестественно. Она все-таки тяжелая, и она должна ложиться на опорные катки. И чтобы это исправить, я просто приклею верхнюю ветвь гусениц к опорным каткам. То есть я просто беру клей, проклеиваю опорные катки сверху и зажимаю гусеницу к каткам при помощи ватной палочки. И даю таким образом резине высохнуть примерно в течение минут 10. И получается вполне естественный провис, насколько это возможно сделать такими гусеницами. При этом, к сожалению, наборных траков на рынке для таких моделей нет в принципе. Только если самому придумать на 3D-печати вот этот весь блок гусениц и катков. Так что альтернативного варианта я какого-то не вижу. По-моему, в 43-м масштабе наборных траков вообще нету. Ни под каким предлогом, тем более 43-й, он как бы считается всю жизнь именно автомобильным масштабом, а не тракторным или танковым уж тем более. И мне необходимо поставить кабину на свое место. Тут я не буду использовать клей, кабина держится на винте. То есть я размещаю кабину на щелчок и винтиком ее прикручиваю к основанию модели. Тут я использую маленькую отверточку, которая мне досталась от портворков еще. И, в принципе, она в хозяйстве нигде не пригождается, кроме, наверное, мелкой электрики. А тут оно само оно. Я на суперклей приклею дворники. Дворники окрашивать не надо. Они на исходном прототипе и так были металлического цвета. И переношу декаль с эмблемой YouTube-канала Polygon 98 на свое место, как он был на оригинальной машине. И вот такая модель у меня получилась, в принципе, я своей работой, почти что доволен. Мне не понравилось, что я забыл зачистить шов на задней стороне кабины трактора. При этом у меня не совсем получилась машина с YouTube-канала Polygon 98. Там все-таки немножко другой кузов. Кузов они, я так понимаю, взяли от ЗИСа 151 или от ЗИЛа 157. То есть другой кузов.
Ну, в целом машина прикольная, модель очень прикольная, быстро собирается, легко красится. Очень рекомендую новичкам. Причем она стоит 2500 рублей. Конечно, дороговато для такого набора, тут все-таки не так много деталей, чтобы была такая цена. Но тем не менее, если вы хотите попробовать, что такое модель от АВД, что такое моделизм, в принципе, это очень неплохая модель для начала. Так что я надеюсь, что это видео было полезным. Увидимся в следующем видео. Пока.